Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Сегодняшний обзор будет посвящен модели ZIL-115 в масштабе 1:43, который производился в советское время с 1985 года на заводе Радон, а после 1991 года силами российских предприятий Агат, Инкотекс и Массар. ZIL-115 или по новой классификации ZIL-4104 автомобиль представительского класса с кузовом лимузин, выпускавшийся заводом имени Лихачева с 1978 по 1983 год. В Советском Союзе производилось несколько таких автомобилей в год по мере потребности, возникавшей у членов партийной верхушки, и для государственных чиновников меньшего ранга они не использовались. Потому на сегодняшний день таких автомобилей осталось очень мало, и ценник на них начинается от $80 тысяч. Масштабная модель ZIL-115 была металлической и открывающимися частями у нее были все двери, капот и багажник, в котором еще и находилась запаска. Внутри в салоне средний ряд сидений был откидывающийся, а между водителем и салоном была прозрачная перегородка. На капоте красуется знак ZIL, который очень часто отламывается или теряется. В ранних моделях на крыше была еще и имитация антенны, которая могла быть как стационарной, так и складывающейся. Этот ZIL является рекордсменом среди всех саратовских моделей из-за своей длины, которая составляет чуть больше 14 см, если не считать, конечно, модели с прицепами. Лимузину был присвоен каталожный номер А42, который на днище присутствовал очень недолгое время, что существенно отражается на цене модели сейчас. Самые ранние лимузины 1985 года были с черным днищем, на котором сверху были нанесены надписи ZIL-115, каталожный номер А42 и масштаб 1:43. Снизу была надпись Made in USSR, которая не исчезала оттуда до самого конца производства. Салон у модели был раннего белого цвета или капроновый. Также из капрона могли быть крепления дверей. Резина на колесах в ранний период была более узкой и с несколько другим протектором. Воздушный фильтр устанавливается с более широкими полосками. Зеркало заднего вида на лобовом стекле идет узкое по ширине, но более высокое по сравнению с поздними вариантами. На самых ранних ZIL-115 сверху в крыше было отверстие для установки антенны, которая сначала была стационарной и неподвижной. Однако из-за того, что она часто отламывалась даже на этапе транспортировки в магазины, то ее позже стали делать уже складывающейся. Это решение немного снизило процент повреждения антенн, но не исключило эту проблему, потому в дальнейшем все модели стали производиться без антенн. Не знаю, что делает эту модель более редкой, наличие антенны или надписи на днище с номером А42, но ZIL-115, как выяснилось, очень часто подделывают. И скорее всего именно антенну, так как с днищем это сложнее произвести. Я имею в виду, что антенны продаются на аукционах отдельно, а отверстие в крыше под нее сделать не так сложно опытным мастерам конверсий. Потому при покупке такой модели стоит обращать внимание не только на антенны, но и на все остальные сопутствующие признаки раннего ZIL-115. Примерно в 1986-87 году с моделью происходят более существенные изменения. На днище пропадает каталожный номер и антенна с крыши вместе с отверстием под нее. Позже, в 1987-88 году, днище становится не черным, а серебристым. Шины на колесах становятся шире и изменяются протекторы на них. Белый салон уже устанавливается редко, и на его смену приходит серого цвета. Воздушный фильтр устанавливается с более узкими полосками. Зеркало заднего вида на лобовом стекле идет широкое, но менее высокое по сравнению с ранними вариантами. После 1991 года и вплоть до окончания производства модель уже производилась практически без изменений. Днище опять могли устанавливаться черные, салон устанавливался кроме серого еще и синий, а ближе к концу производства черный. Хромирование уже отличается по качеству и становится более светлым и некачественным. Также в 2000-е годы появляются варианты ZIL-115 свадебный, а также президентский, который был с более высокой детализацией и индивидуальным пластиковым боксом. Они сегодня также считаются довольно редкими и ценятся высоко. Модель ZIL-115 в моей коллекции, по моему мнению, относится к периоду производства до 1988 года. Об этом говорит прежде всего черное днище уже без номера, серый салон и более качественное советское хромирование деталей.
Коробок на эту модель известно несколько вариантов. Самая ранняя производилась из грубого картона, а боковые клапаны не были разрезаны и не было на них отверстия под знак на капоте. Позже выпускались из более гладкого картона и с разрезами на боковых клапанах. Самая поздняя коробка шла уже как в предыдущем варианте, но еще добавилось отверстие под знак на капоте. Цены на эту модель в последнее время довольно высокие. Модели без номера на днище в хорошем состоянии в коробке торгуют от 30-40 долларов. ЗИЛ-115 с номером А42 на днище и с неподвижной антенной стоит не менее 500 долларов, но нередко можно встретить цены еще выше. Также дорого ценятся модели позднего периода свадебная и президентская, которых было выпущено небольшим тиражом. Стоит отметить, что цену модели увеличивает еще тот факт, что цинковая чума нередко поражает как ранние, так и поздние экземпляры, и их от этого становится еще меньше. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, информация оказалась полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки и комментировать. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!